Так, давайте разрешим дилемму Марты. Заодно там и квест ей можно будет сдать с камнем. Потом уже вернемся назад в убежище. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Так, поспешить к вратам павших. Далеко? Далеко. Откуда будет ближе? Типа как-то одинаково. Они всегда находят такие места, чтобы бежать было одинаково от любого чекпоинта. Так, убейте несколько взрослых антилов в Красинде. Красинда. Я видел такое название, просто не помню где. Может здесь где-то. Красинда. О! Это как раз туда, куда нам надо. Отлично. Это сама судьба нас ведет. А еще мне, кстати, мега вспышка повисла. Багнула. Так, подождите-ка, раньше они не светились. You deserve a rest. This one's awake. Хронолиты. Схожи с камнем Аретте. Внутри каждого из них скрыта площадка, куда можно попасть только как Клайв. В пространстве каждого хронолита его ждет испытание на время, в рамках которого потребуется уничтожить волны врагов, используя лишь силу одного икона. Ладно, допустим. А что дадут? Так, в пространстве этого древнего Мингира Клайва ждет суровое испытание. Должен одолеть множество врагов, используя лишь силу одного икона Феникса. Блин, у меня лечилок нет. Упс. Ладно. Может, не так жестко. Я сомневаюсь. Этап первый. Чтобы пройти испытание Клайва, которому доступны способности определенный особый навык. Лишь одного икона должен одолеть всех врагов за отведенное время. Если использован определенный боевой прием, указан в начале каждого испытания, на прохождение будет дано больше времени. Звучит как-то геморно. Чё-то неохота заморачиваться. Кстати, лечилки все равно не нужны. Типа, те способности, которые у меня не прокачаны, они не дадут?
Даже отбился. Этап 1 завершен. Звучит не очень хорошо. Так, мне дают комбинацию прерывать. Что такое вообще? Доберись к врагу и пройди комбинацию 4 ударов. Просто 8 секунд. На что я нарвался? На свою голову. Бежал бы мимо, добежал. Испытание огнем. Уничтожьте всех врагов во время использования способности. Кстати, они прокачаны у меня. То есть то, что на мне одето, влияет на силу ударов здесь. Это, скорее всего, способ дальше прокачать, потому что там всего из менюшки можно 2 штуки прокачать. А звездочек-то там 5. То есть еще трижды можно улучшить. Блин. Что он отскакивает-то? Мухи хуже не придумаешь, блин, по ним всегда попасть трудно. Шершение огня. Сколько же здесь этапов-то? Всего бонусов за этап 150 секунд. 2 минуты осталось времени.
Все бонусы потратил. Так, наказание еще. Двойной рывок. Как-то не выходит он у нас. Все бонусы. Получите все 8 бонусов за боевые. Уже почти все бонусы, получается, получил. Использованного жара отразите вражеский снаряд. А мне нет этого. И поменять нельзя. Надеемся, последний этап. Хорошо, хоть первый огонь достался. Хотя бы им с самого начала игры пользуюсь, я его знаю. Еще за жижа. А это что такое? Да, у меня даже есть те способности, которыми я никогда не пользуюсь. Это поворот. Ну, в смысле, не то, что я им никогда не пользуюсь, он у меня не прокачан был, у меня его в принципе не было. Черти, ты здоровый. Боюсь, не успею за 2 минуты. Ага. Ну блин, я могу, конечно... Еще 2 минуты. Ну просто не толстый. Ладно, может успею. Этап 3 завершен. Найдите последний, блин. Да сколько же вас? Уже руки устали долбить. Этап 3 из 3. Этап 3-3. Это вот цвет хотя бы другой. Перейти к последнему испытанию. Поди Феникса надо будет убить. Испытание Феникса. Нет. Ну это первый этап, ладно. Так, последний этап. Онлайн Гипериона. Тут, кстати, бонусов по времени нету нигде. Это атака, как будто ощущение, что рандомно случается. Чума, стихия огня.
Ну, сюда, кстати, приходить надо, когда у тебя, наверное, максимально хорошее оружие. Не знаю, у них уровень скалируется, нет. Как бы, чем больше дамага наносишь, чем быстрее убиваешь. Самое геморное прохождение, конечно, с Бахамутом будет, скорее всего. С его мега вспышкой. Это заклинание просто противопоказано с таймером. Ну хотя, если их будет много врагов. Так, приз получен. Пройди испытание хронолита. Надзиратель испытаний убит. Милость огня. Материализовавшиеся остатки эфира огня, не растворившегося в воздухе после боя, мощнее обычных кристаллов за счет чистоты заключенной в них энергии. Увеличивает урон, наносимой способности пламя возрождения на 8%. Ну, блин, какая-то браслетка, которая увеличивает огонь на 8%, это все? Ну, того не стоит. Чат выводится, просто он выводится там же, где обычно. Эта камера только переехала. Хотя бывает баг сейчас. Танки Периона. В пространстве камня Арета доступен новый уровень сложности для хронолитов. Последнее испытание. А, ну просто сразу можно к этому монстру, наверное, будет перейти и все. Ну, типа, я не знаю, как-то мне не понравилось. Просто дрочиться с камнем. Ладно, еще там это фениксом. А кубка, у него там половина атак по площади и щит. Он не туда побежал. Минотавр алкаш. Раньше был просто Минотавр. Так, антилопы, походу, были по сюжету. Так, значит, мы не знаем, где бандитов искать. Другой квест. Нападайте на меня. Глупые антилопы. Не. Хватит им. Там не просто уворот нужен, а прям таки четкий уворот. За это опыт дали половину от камня. Тут даже было несложно. Will it be enough, I wonder? Один раз поел и хватит, да? Как удобно. Теперь еще полгода можешь сюда не приходить.
Which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Так, несколько взрослых антилоп убито. Однако задание красное осталось. Так, 300 метров. Они реально в другую сторону были. Кресида. Подождите-ка, у нас же вроде какая-то охота была в Кресида, нет? Так, это вы убили. Тихие пески Розария. Жуткие братья. Так, у побережья порта Изольда была замечена одинокая лодка, правили которой мужчины, одетые в доспехи крестоносца, горящие на языке железнокровок. Тихие пески Розария. Ладно, значит нам не сюда. Ну ладно, нам все равно было до антилоп дойти, так что оно лучше. Странно, у меня типа 2 задания. Поспешите к вратам павших. Прах старого мира. Одно задание делать не обязательно. Clive, wounded. Алкаши. We deal with the Akashic first. Алло. Как-то не всегда оно увеличивается, если честно. Тогда как? Не, ну я понимаю, но все равно куча времени уходит. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. И все, что ли? And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is.
When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashics snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Да, это было бы слишком быстро. Так. Прокачку огня больше не добавилось. Прости, Бахамыч. Ну как-то... Не. Тя. Вот это так прикольно выглядит. Такс. Так, на этом мы и делали, видели? Просто ради интереса, если, допустим, могу ли я поставить эту способность другому икону, допустим. Как он называется? Пламя Возрождения. Так, эту способность можно поставить чисто ему, допустим. А могу ли я сюда засунуть? Да. А, ну понятно, типа мега способность можно поставить только икону, которой, ну, какому он принадлежит. А обычные способности можно хоть кому сунуть. А, мне вот это никогда не нравилось. О. А, так он ж не. Ладно, теперь 2500 копить. Так, у этого. Вызовите вихрь, немедленно приближаясь к врагу, настигнут нанесенным ударом. У этого. Ударьте по цели мощная молния, нанося огромный урон. Во, вот это, кстати, мне куда ближе, чем. Все равно не хватает. Там дешево-то было. Дорогая штука, однако она. Так, ладно, сюда вернем. Сюда поставим. Крающую молнию? Нет, крающую молнию лучше сюда. Сюда. Что мне нравится? Вот это... Ну, да. Вот типа так. Это сменить нельзя. А ну да, это самый икон. Воспользуйтесь подъемником. Наверное, та способность самая крутая, она самая дорогая, почти 3000 стоит, кстати говоря. На зеле купить. Так,
давай на все, чувак. Much obliged. There you go. Thanks very much. There you go. Интересно, мега-эликсир с собой можно второй положить? Вряд ли, конечно, учитывая, что он воскрешает. Меня вместе с собой. Так, подъемник отсюда. My dogs. Конечно, жалко, что всего 2 способности, понятно. Ну как, не 2, 6 получается способностей, но... Какова судьба ММО-РПГ, который играется на геймпаде? Слишком много способностей тоже плохо. Как закрепаешься переключаться между ними. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So, Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Черепаха. Неприятный монстр, который может убить только по голове. To safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Во, отлично. This one. Как бы эта черепаха была не мощнее той, которую я убивал по заданиям угла. Хотя нет, это явно послабее. Кожаный слейв не успел ударить. И где же его друг? Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Кстати, вот это можно было вполне сайд-квестами сделать. You'll need to move the injured without... Зачем-то в основном сюжет включили. You worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Для мотивации, не знаю, могли бы сделать как в Mass Effect систему, типа... Чем больше ты союзникам помогаешь, тем проще тебе на последнем боссе. Как все на гире. Отключают у него систему защиты, типа. Хочешь, бей босса сразу. Хочешь, отключи у него половину атак. Просто они как бы сюжетно мало чем отличаются от сайд-квестов. Вот эти.
Помогите Марте, помогите там. Все равно сводится к тому, ой, на нас напали, помогите, сходите, убейте. Алкаши-гоблины. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Чокоба алкаш. Как он интересно выглядит. Он больше, блин, на зомби какого-то похож. Это альтернативный таймлайн, где Чукомбо стали зомби. Глазастик. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round to wait. Shall we? Nice try. Give me the Молния добила. Так, мне там 3000 очков надо набрать теперь, чтобы прокачать молнию. Что ж ты такая дорогая? Наверное, мощная. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. То, как это она сказала, ей явно было не в радость. Конечно, они могут остаться. My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here.
It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Our friends seem to have things under control. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. Так, все, теперь осталось последнее задание там с бандитами. Как нам жестокие братья? Проблема в том, что жестокие братья, я не знаю, как по-английски писать. Ну как, я знаю варианты, но... Что они конкретно имеют в виду, это весьма сложный вопрос. Есть тут список всех? Будет проще найти. А, где найти? Кайф. Ну, вот здесь 16. Так. Атлас Брекеров. Так, вот, Breaker of the Vault. Гобермуч, Дред Комет, Пак Локейшн, Секрет, Монолиф, Агни, Человек в черном. Ну, кстати, мы еще не всех убили явно. Малкин. Сварог, 10. Соустингер нет. Не, пожалуй, таки будет загуглить быстрее. А, что-то там Бразерс. Просто жуткий, блин, его можно. Заманек Бразерс. Что уточнение? Здесь это они. Да, это они. Да, Манек Бразерс. Чё? Истпул? Порт Изольда. Так. Они здесь. Давай помедленнее. Так. Quiet... А, ну да, Quiet Sand, они же говорили в Тихих Песках. Порт Изольда. Клайв. Пустыня. Да, юго-западная Розария. И там по списку еще будут эти пачки.
Явно там не всех убили. Так, тихие пески, вижу. Come on. Не думаю, правда, что будет какой-то там мегабонус за то, что я всех убью. Хотя фиг его знает. 15-е было черепаха, если всех убить. Ладно, хуже ведь не станет. А, вон. Ребята на порту. Straight home now. Настоящие данжен-мастеры. Жуткие братья. О, сколько ему сразу жизни сняло. Сразу видно, что попал. У них у всех... А, у них у всех имена похожие. Мидвин, Синмин. Я думаю, странно, у них же типа меньше жизни было. Они там на одну букву все отличаются. Так, все цели убиты. Никаких грозных противников. Ну, кстати, если там еще много грозных противников, это значит будет какой-то важный игровой этап, после которого много чего откроется. Все. Теперь можно на базу. Все сдавать? А сдавать есть чего? I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Taking for a walk, did you? You could say that. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? Бедный какой взрослый антилоп. In костями-то особо не наешься. You can, eh? I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him.
Депрессивный кузнец. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Hey, a whetstone? Yes, but not one you'll find anywhere in Valisthea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. It's good to know someone's looking out for me. He'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right. I will. Аж у него новые мечи теперь есть. Кузнецы тоже грустят 2. Эскиз Экскалибура. Он звучит. Не, ну в 9-й финалке Экскалибур это самый крутой меч. Уж не знаю, как здесь. Еще Экскалибур 2, но суть вы поняли. Экскалибур. Так. Ну, он пока еще не в разы лучше моего. Он лучше. Точильный камень, это типа оружие такое. Он поднял в своей кулаке, над ним не осталось ничего, кроме пыли. Странное оружие, конечно. Усилить. Че, Экскалибур настолько крут, что лучше нельзя сделать? Ну окей. Ah, Clive. Were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow
woke the power within him. Какая роскошная рукоятка у Экскалибура. A reasonable conclusion, I thought, but one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Классное задание. Жалко, никаких очков на прокачку не дают. Уровень 40. Это кто? Sid, did you know that chocobos are far more resilient to the effects of ether than most other beasts? Some say that's one of the reasons they were tamed for use as mounts and sumpters, so that an ether flood wouldn't mean instant death for their riders or drivers. Me, I reckon they built it up over generations. Too many foolish traders driving their birds into floods, and only the toughest surviving. Самсон. Ботаник. Так, где тут письма можно было прочитать? А, вообще не здесь. Так, ну все, остался час расплаты, но сначала нужно сдать задание про Старого Мира. Все сет-квесты выполнены на данный момент. То есть там, конечно, новых не появилось. Появиться не могут в любой момент. Was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Thank you, Otto. Наконец-то нам все расскажут. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago,
as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate. 'Twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua! Clive! It's Gav! There's an army of Akashic at the gates of Canver. И поэтому он с ним не виделся 18 лет, ну ладно, 13. Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stay В смысле новеллу? but numbers ain't on their side. What of Lord Она Byron есть? and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive! If he stays close to me, he'll be fine.
Thank you, brother. I'll look after him. Джошуа. My attendant was with me in the Dominion before I primed. She would have watched the battle unfold and witnessed its outcome. I trust she'll be waiting for me in Table. Задание, кстати, разблокировалось. Ограничения некоторых заданий сняты. Так. Тут новые появились. Упс. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. You earned this. All Чё, 1500 способностей? О, отлично. 1360. Талисман воплощения. Блин, еще больше есть. Come again. I may have more for you. Так, где это не там? Так будет ближе. Ой, у Мугла даже новые появились. Черт, я думал, только что всех убил. Новые приключения Нектара. Я рассказал о том, как однажды залетел в котловин Земекиса. What did you find down there? Глубинные знания Купа. Снаружи все выглядело загадочно. Куда исчезает вся вода Купа? Почему не льется через край? Я полетел туда, чтобы получить ответы Купа, но в итоге узнал кое-что о себе. Я не умею плавать, Купа. Одна штука. Стая. 10 очков славы. К югу от Тейбера. Тальмики. Какой-то слабенький совсем. Ну, допустим, ладно. Ну, по сайт-квестикам, что-то, блин, у всех 3 штуки только тут появилось.